Получается, владельцы электрокаров не могут путешествовать. Вдвоем, да. Протестировали Volkswagen на бездорожье. Как будут наказаны те, кто не доедут. Колонка отключилась. О, аллилуйя, аллилуйя. Какой-то глюк, баг, непонятно что. Что-то пошло не так. Мы испытали Defender полноводной рекой. Кому-то весело, кому-то и грустно. Ну вот так и живем. Маленькое путешествие на Полесье завершилось отлично. Всем привет! Да, привет. Я Артур, Павел. канал Tesla Cars Беларусь. И у нас сегодня очередная битва титанов. Да, это Volkswagen ID.3. И Tesla Model 3 Performance. Почему решили провести сравнительный тест? Во-первых, солнце светит, погода отличная, почти 15 градусов, а значит можно провести тест на запас хода, на экономичность. Ну, я должен сказать, что немножко неравная борьба. Model 3 Performance, наверное, больше, чем в 2 раза мощнее. Чем... Да, более чем в 2 раза мощнее. Тут 200 лошадиных сил, тут порядка 500. Динамику сравнивать не будем, ладно. На самом деле большую часть нашего внимания мы уделим обзору вот этого автомобиля. Это новинка белорусского рынка, это новинка вообще всего рынка. В Европе ID.3 рвет просто по продажам всех абсолютно, в Норвегии тем более. Поэтому основное внимание вот этому автомобилю, а Tesla Model 3 у нас участвует как эталонный электромобиль. Да, печка, от которой мы будем плясать. Ну, на самом деле, если мощностные характеристики у них разные, то по батареям они очень близки. То есть это обновленная с новой батареей порядка 82 киловатт-часа. Здесь 77 используемых. Доступных, да. То есть в итоге где-то паритет по батареям, но нет паритета по мощности. Да, итак, мы едем в Микошевичи, 200 километров вот от этой точки, даже, наверное, чуть больше, там 220 где-то. По приезду на зарядку будем смотреть, кто больше израсходовал, у кого больше остаточный запас, ну и, соответственно, средний расход энергии будем смотреть. Обнуляем счетчики. Да. Кстати, мы не сказали, как будут наказаны те, кто не доедут. Да, так рассказывай. Их на буксире потянет Defender. Обнуляем счетчик. 0,466 километров. В процентах имеем 93% заряда. Итак, Volkswagen ID.3 мы зарядили до 92%, запас хода показывает 362 километра, хотя по заводским данным на полной батарее до 550, но неважно. Так, смотрим, что еще. Нам надо, наверное, обнулиться. Да, логика вот бортовой системы Volkswagen, это, конечно, не Tesla. Там все очень понятно, доступно и сразу ясно, где искать. А здесь вот что-то надо куда-то лазить и непонятно, что делать. Вот что это. Обнуляем все данные о расходе. И вот, кстати, показывают, у нас расход есть, потому что что-то тут у нас печечка чуть-чуть дует. А Tesla, между прочим, такие фантомные расходы, вот типа вентилятора печки, вообще не показывает. Хотя они могут быть. Мы доехали до белорусских Альп и даже протестировали Volkswagen на бездорожье. Да, на очень легком. Заехали под такой, довольно приличный уклон. И, да, сухая скользкая трава. Понадобилось 3 попытки для того, чтобы заехать, потому что где-то на середине подъема он просто начинали пробуксовывать колеса, причем когда сидишь за рулем, этого вообще не замечаешь, тебе кажется, машина просто чего-то остановилась. Вот. Но в итоге чуть больше разгон и все отлично. Что у тебя по запасу хода? По запасу хода у меня 60% батареи и запас хода 240 километров. Ну, а Tesla показывает те же 60%, но 300 километров. Посмотрим, насколько это правда. Да, средний расход у меня сейчас идет 20 киловатт-час на сотку. А в Тесле расход 194 ватта на километр.
То есть, в принципе, они тут ноздря в ноздрю. Ну да, но при этом там пару раз мы разгонялись, там 120 ехали, там где можно. У меня печка работает так, как нравится жене, на плюс 22, она мерзнет почему-то. И немаловажный фактор – ветер. Да, сегодня очень ветрено. И у ID3 все-таки такой более высокий кузов, и мне кажется, что вот в плане как раз сопротивления ветру он похуже. Однако не забываем, что Tesla с полным приводом и в 2 раза мощнее. Да, И при этом расходует столько же или даже чуть меньше. значит едем дальше. Поехали. Если бы YouTube умел передавать запахи, то вы бы сейчас просто офигели, потому что мы по трассе заехали в заведение, называется Уха Драйв. Здесь можно купить ухи с собой или вот сесть на столиках здесь поесть. Вот тут варят, и тут обалденный запах копченой рыбы. Есть Мак Драйв, а есть Уха Драйв. Приятного аппетита. Ну что, мы уху ели, то есть, отведали ухи. Причем стоит она примерно как 4,5 киловатта энергии для электромобиля. Вот мы приехали к белорусскому, я бы сказал, суперчарджеру. Мощная зарядная станция 120 киловатт. Да, и мы, наверное, будем проверять, какая из машин будет заряжаться быстрее. И будут ли они вообще заряжаться, я добавлю. Есть опасения, что они могут не работать, ну и придется куда-то ехать дальше. Да, техподдержка говорила, что у этой станции слабая связь с интернетом. Ну, что мы говорим, сейчас все проверим, Да. все узнаем. Ну а сейчас кое-что расскажу, для того, чтобы вы поняли, что такое быть владельцем электромобиля в Беларуси. Вот мы приехали на зарядную станцию, мощная, 120 киловатт. Сначала подключили Volkswagen ID3. Он вообще не хотел заряжаться, совсем. Попробовали Теслу. Тесла зарядилась, взяла 15%, колонка отключилась. Какой-то глюк, баг, непонятно что. Ладно, договорились с техподдержкой, позвонили напрямую, вроде проблемы решили. Начали мы заряжать ID3, колонка отдавала 67 киловатт, ну, чтобы было понятнее, это примерно 5-6 километров в минуту запаса хода. Зарядили до 80%, все отлично, надо заряжать Теслу. Переключаемся, берет 5% и колонка опять не работает. И сказали, что какая-то ошибка, которую дистанционно решить, возможно, будет очень сложно. Поэтому, не знаю, что сейчас будем делать. Ну что, заряжается? О, аллилуйя, аллилуйя, заряжается. Выбило, правда, один раз 3% зарядило и выбило. Я написал в техподдержку ответ. Да, у нас там есть косяк, сейчас думаем, как его исправлять. Иногда выбивает. Сейчас, к сожалению, не помогу. То есть пришлось повесить пистолет и запустить зарядку заново, и она опять запустилась. Ну, хотя бы так, ребята. Да, уедем мы отсюда заряженные, как минимум, да? Да. На позитиве, Это плюс. так сказать, да. Да, успели и перекусить, и... Да, и отдохнуть, и попить кофе, и еще раз перекусить. В общем, если ты владелец электрокара в Беларуси, то вот ты всегда будешь сыт. И напитый кофе. Не, на самом деле, если бы мы были на одной машине, в принципе, такое время адекватное ожидание. Да. Но вот эта проблема, что две машины не могут заряжаться одновременно, получается, владельцы электрокаров не могут путешествовать вдвоем. Да. Это ладно две, а если бы было 4 машины? Ну вот так и живем. Хоть и с танцами с бубном, но нам удалось зарядить в итоге оба автомобиля. Для информации, приехали мы сюда оба с запасом хода, с остатком батареи 40% у каждого, но ID-шка показывала запас хода 160 километров, а Tesla показывала 200. Но есть одна особенность. Tesla показывает остаточный запас хода, исходя из среднего расхода, очень экономичного, там в районе условно 150 ватт на километр.
А ID-шка, судя по всему, считает честно. Ну а по факту оба наших электромобиля расходуют примерно одинаково, в районе 20 киловатт-часов на 100 километров. В ID3 мы в итоге на заправке залили, можно сказать, 40%, и это обошлось нам в 12 рублей, ну или примерно $4,5. И вот мы добрались до древнего города Турово. И сейчас у нас экскурсия на местный сыродельческий комбинат. Пошли! А сейчас мы на Туровском сырном комбинате, где делают настоящие итальянские сыры, ну как итальянские, белорусские сыры на итальянском оборудовании, по-итальянски, по технологиям, но некоторые сыры уже делают по своим белорусским таким ноу-хау. Но в целом, на самом деле, все это очень вкусно, полезно. Говорят, здесь безотходное производство, и в день перерабатывается до 90 тонн молока, и электроэнергии, которая необходима для этой переработки, хватило бы для зарядки 150 Тесла. Это я только что придумал просто. Мы находимся в одном из самых красивых мест не только Турова, но и Беларуси. Да, мы находимся, во-первых, в городе Туров, один из древнейших в Беларуси. И здесь одно из самых красивых мест этого города. Набережная. У нас за спиной плавучая гостиница. А слева, вот если туда вдаль, там разлив, река разлилась на многие километры. Но сейчас мы отправимся куда-нибудь поближе к разливу, я думаю. Да, познакомим вас с явлением, которое называется разлив Припяти. То есть, если посмотреть вперед, то вода будет уходить прямо за горизонт и напоминать море. Боже, как же нам повезло, мы приехали после Турова, после всех этих приключений с запасом хода 100 километров вот на эту же зарядку в Микошевичах. И без всяких танцев с бубном нам удалось вот сразу включили и зарядили с 30% до 80%. За 34 минуты мы успели на заправке поесть, попить, объесться, опиться. Вот. И сейчас у нас запас хода 372 километра. Едем домой. Ну что, наша поездка выходного дня на электромобилях на Tesla Model 3 и на Volkswagen ID, тоже 3, кстати, завершилась. И сейчас расскажем подробно о Volkswagen ID3, потому что первый автомобиль в Беларуси, первый автомобиль, пожалуй, вообще на территории бывшего Советского Союза. Наверное, в первую очередь после вот такого заезда длинного поговорим о запасе хода. Производитель обещает 550 километров, ну как, до 550 километров. Понятно, что все это цифры такие, в идеальных условиях. То есть, может быть, если ехать 60-70 километров в час с еле работающей печкой и с одним человеком в салоне. Реально, на полностью заряженной батарее до 100%, вот в такую относительно теплую погоду, вот плюс 10 градусов, 12, можете смело рассчитывать на 400 километров. Возможно, больше, но возможно и меньше. В среднем 4 сотки точно проедете. В принципе, это достаточно хороший показатель, на мой взгляд. 400 километров – это неделю можно ездить с работы на работу по маршруту. И еще вернемся к нашему самому первому тесту Volkswagen ID3. Мы его проводили еще в феврале.
когда были морозы, и вот в минус 14 при скорости 120 км в час с включенной печкой и 3 человека в салоне мы проехали на нем вот абсолютно не экономя, в таком расслабленном режиме и динамичном. Мы проехали на нем 300 километров. В принципе, это тоже хороший показатель. Вот. Поэтому летом можно рассчитывать на 400, а то и чуть больше. В принципе, это все, что нужно знать вот о запасе хода. Дальше, зарядки. Заряжались мы на быстрых станциях 120 киловатт, на медленной 50 киловатт. И даже попробовал я один раз зарядиться от столбика. 11 киловатт он дает. На любых из этих вот белорусских станций было без проблем. Всегда зарядку он принимал, все было хорошо. За исключением Микошевичской. Вот с первого захода не получилось, но со второго было уже все отлично. Что это вообще за автомобиль Volkswagen ID.3? Это такой первенец именно электрической полностью линейки Volkswagen. Автомобиль разрабатывался изначально только как электрический. До него были и E-Golf, и Volkswagen E-Up, и какие-то еще там электрические модели. Но все это были полумеры. То есть в бывший автомобиль с ДВС воткнули батарейку, электромоторы, и он стал электрическим. То есть ID.3 – это первенец полностью электрической линейки Volkswagen. Когда его впервые показали на автосалоне во Франкфурте, просто было не пробиться на презентацию и к самому автомобилю. Огромное количество желающих было посмотреть. Предзаказы там превысили десятки тысяч. Вот еще машину даже не начали выпускать. Уже огромное количество было желающих ее купить. И сейчас автомобиль бьет все рекорды продаж в Европе среди электромобилей. А в Норвегии так и среди обычных машин. По габаритам ID.3 примерно такой же, как Volkswagen Golf, но при этом колесная база у него почти как у Passat. 2700 с чем-то миллиметров. Уже не помню точно, не скажу. То есть при габаритах Volkswagen Golf вы имеете простор в салоне, как у Volkswagen Passat. Но, конечно, автомобиль немножко уже. Эргономика здесь, я бы сказал, такая типичная фольксвагеновская. Руль, который, наверняка на каких-то еще моделях концерна можно заметить. Там знакомые кнопочки всякие, какие-то ручки дверные. Качество материалов, сиденье сделано из интересной ткани такой, которая, не знаю, как на искусственную замшу немножко похожи боковины. А центральная часть из такой скользкой и явно какой-то грязеотталкивающей ткани сделана. Руль обшит кожей. Конечно, хотелось бы побольше экранчик мультимедийной системы. Если сравнивать с той же Tesla, то привыкаешь, что там все-таки диагональ есть диагональ. За рулевым колесом есть еще маленький экранчик, как в Geely Geometria A. На ней мы тоже ездили, сравнивали с трешкой когда-то. И выглядит немножко странно. На нем, кстати, расположен селектор переключения режимов движения. То есть вперед-назад, паркинг. Не очень удобно. На самом деле, как-то хочется, опять же, по-тесловски потянуться к подрулевому переключателю, который за щетки отвечает. Но думаю, что если поездить там дня 3-4-5, то уже будешь пользоваться, как будто 100 лет ездил. У машины такая компоновка типичного компакт-вэна, высокий кузов, раздвоенные передние стойки со стеклом. То есть, в принципе, глазами ориентироваться в пространстве очень удобно, габариты чувствуются хорошо. Капотик коротенький, все здорово, но нет камер кругового обзора, и даже заднюю камеру нельзя, например, включить в движении. Да? Та функция, которая есть у Tesla. Вывести на экран картинку в движении. Здесь только при парковке можете смотреть в камеру заднего вида. Но, повторюсь, благодаря такой компоновке удачной и большой площади остекления, парковаться в стесненных условиях на машине удобно. Отдельно хотелось бы сказать про подвеску. Это первый Volkswagen, у которого передняя подвеска не ляпает на отбой на лежачих полицейских. То есть ты проскакиваешь ходом, и она не ляпает. То есть если вы вспомните все эти ваговские платформы, то есть всегда, как только проезжаешь полицейского, на ходе отбоя удар жесткий. Здесь такого нет. И вообще, на удивление, на 19-х колесах машина классно себя ведет. То есть
мелкие стыки, там, крупные ямы, все это очень хорошо отрабатывает. То есть подвески зачет, вот баланс между управляемостью и комфортом выдержан идеально. Tesla тройка хвастается своими двойными звукоизоляционными передними стеклами, которые у нее появились после рестайлинга. А вот у Volkswagen ID3 и так все хорошо. Мы как-то еще во время совместного теста пришли к выводу, что ID3 тихий, действительно, во всяком случае спереди, сзади немножко шумнее. И, честно говоря, на высокой скорости, там вот около 120, и на плохом асфальте шершавом, уже с задними, вот задние пассажиры с передними общаются, ну, чуть-чуть надо повышать голос, совсем чуть-чуть. Но до такого дискомфорта явного не доходит. По шумоизоляции, в общем-то, мы ставим тоже зачет Volkswagen ID3, все хорошо сделано. Не нужно ожидать от Volkswagen ID3 управляемости гольфа. Гольф, даже вот пятый вот нас обгоняет, он рулится круче. Все-таки Volkswagen ID3 немножко не об этом, да, не о рулежке. В первую очередь, самая большая претензия – это к размазанным реакциям вот в около нулевой зоне. То есть на такие едва заметные повороты руля он реагирует, но с такой линцой, то есть нет мгновенного перестроения там из полосы в полосу и вообще реакции. То есть даже если вот здесь изменить режимы движения, вот посмотрим, что тут можно поменять индивидуально. Подвеска в комфорте. В спорт подвеску переводим. Рулевое управление в спорт. Привод в спорт. А все остальное нам не интересно. Ну, я скажу, что даже когда переводишь и рулевое управление, и подвеску в спорт, каких-то глобальных изменений в поведении автомобиля не происходит. Все равно у него остаются достаточно такие мягкие, слегка ленивые реакции. С другой стороны, вот в каких-то таких затяжных поворотах или даже в шпильках острых автомобиль очень хорошо стоит на дуге, вот адекватно рулится, как-то нет у него каких-то провалов. Но вот все-таки именно информативного усилия такого внятного на руле не хватает. Да, 200 лошадиных сил, конечно, не бог весть какая мощность для электромобиля, ну, особенно если сравнивать с Теслой. В принципе, если сравнивать с Теслой, потому что если абстрагироваться, то 7,8 секунды до сотки, 200 лошадиных сил, ну, вполне нормальные показатели, да. Во всяком случае, с места едет хорошо автомобиль, в спинку вжимает. Обгоны вообще без проблем на трассе даются, причем едешь со скоростью там 70, 80, 90, нужно резко ускориться, пожалуйста. То есть он это делает, но, опять же, этого хватает, но без запаса и без какого-то вау-эффекта, да, что ты на электромобиле. Да, он принимает хорошо, без вот этих задержек, как если бы вы ехали на машине с автоматом, но при этом, конечно, хотелось бы вот чуть больше мощи. Чуть-чуть. 300 сил хотя бы. Еще хочу похвалить кресла. Судя по всему, это опционные. Ergo Active они называются. Active они называются потому, что у них есть массаж. Они могут тебе массировать спину. Несколько режимов массажа здесь есть. Но, честно говоря, даже если бы не было здесь массажа в этих креслах, они бы все равно были хорошими. Ой, а приятно поясница. Да, мне нравится. И вот сейчас по позвоночнику пошли кулачки. Ай, хорошо. Да, класс. Надо выключать, а то я сейчас совсем расслаблюсь. Вот, в общем, кресла хороши. В принципе, ну, ВАК есть ВАК, да? Наверное, еще никто не жаловался на фольксвагеновские кресла. Хочешь, не хочешь, но за рулем Volkswagen ID3 в любом случае проводишь параллели с Tesla. Просто хотя бы потому, что на одной из них мы вместе ехали, да, на Tesla. Поэтому и проводим параллели. Например, у Volkswagen ID3 доступен проекционный дисплей. У Tesla такой опции нет в принципе. Но я думаю, что ребята из Tesla отказались как бы сознательно от этой опции. И так, все ясно и понятно на этом огромном экране. У ID3 нет камер кругового обзора. Но, как я уже говорил, без них можно обойтись, потому что обзорность и так хороша. Но такой технологичный автомобиль и без камер кругового обзора фу таким быть называется. Что очень важно, Tesla уже создана практически так, что может отвезти вас в пункт назначения. Задаешь точку, и автомобиль самостоятельно тебя отвезет. Все ограничения связаны не с технологиями, а с законодательством. То есть в некоторых странах, где это разрешено, пожалуйста, условно говоря, как только это будет разрешено, Tesla может вас возить по маршруту пьяненького. Из ресторана прямо до дома сама припаркуется, только что до дома не донесет.
Volkswagen ID.3 оснащен только таким относительно продвинутым адаптивным круиз-контролем. Он может удерживать полосу движения, но при этом где-то секунд через 10 попросит положить руки на рулевое колесо. И может соблюдать, естественно, дистанцию впереди едущего автомобиля, полностью останавливаться и возобновлять движение. То есть это такой режим езды по пробкам. Я попробовал это в пробках таких тягучих. Но на самом деле я не вижу особого преимущества в этом. Уткнуться в городе за какой-то машиной и ехать за ней нет. Потому что у каждого водителя предполагает манера езды какие-то перестроения постоянные, да. Поэтому, как по мне, эта опция движения в пробках бесполезна. Только если, конечно, вы не встреваете в реальную пробищу какую-нибудь на трассе, где просто можно откинуться и балдеть за рулем. И все, на этом возможности автопилотирования Volkswagen ID.3 и заканчиваются. Более того, здесь нет даже автопарковщика. Самого завалящего автопарковщика. После первых дней общения с Volkswagen ID.3 показалось, что логика меню мультимедийной системы немножко запутана. Есть какие-то основные режимы здесь. Климат. Здесь есть умный климат, классический климат и еще AirCare. Это забота о воздухе. Функция очистки воздуха внутри автомобиля. В смарт-климате есть, скажем, такие пресеты, предустановленные режимы, которые можно нажать, и при посадке в автомобиль автоматически будет включаться. Кстати, во время поездки кто-то покопался в машине, и, я вчера сажусь в машину, и мне врубается все время подогрев сидений и руля. В плюс 17. Нахрена? Я пока допер, где его выключить, честно говоря, минут 10 ковырялся. Я сейчас что-то нажал и нечаянно вообще выключил вентилятор. Отопление и вентиляции, и не понимаю, что я нажал. Сейчас опять буду залазить, и включать. Где главное меню? Главное меню, кстати. Мы вышли. Телефон, навигация. Кстати, здесь есть навигация, она работает. Есть настройки автомобиля. Есть еще тут автономный климат какой-то. Понимаете? По умолчанию, наверное, во всех электромобилях, и в том числе и в ID.3, есть функция автономного климата. По сути, это заменяет Webasto, автономную печку в обычных автомобилях. То есть задаешь время, задаешь температуру, и к этому времени, к заданному, салон будет прогрет до определенной температуры. Даже если у вас электромобиль, это не избавляет вас от необходимости куда-то ставить кофе, распихивать всякие дорожные мелочи, телефоны, кошельки, сумки и бог знает что еще по салону. И с этим, в принципе, у Volkswagen ID все нормально. Есть большая ниша, такая центральная консоль, это такой метровой буквально длины, но очень узенькая. Кстати, она же и показывает то, что размер салона именно по ширине не очень большой. Центральная консоль, куда тут, кстати, хранится руководство пользователя. Здесь перегородка. Есть два порта для зарядки гаджетов мобильных с новомодным уже стандартом USB Type-C. Так что старые провода, все под обычный USB, вам придется выбросить. Либо купить переходник. Есть беспроводная зарядка, причем сделано удобно, чтобы ничего не перепутать. В такую узенькую нишу забрасываешь телефон, он заряжается. Подстаканники здесь огромные, влазит такая бутылка с водой. Причем влазит как здесь, так и здесь, вплотную к передней панели. Очень удобно. И для каких-то документиков даже такой маленький кармашек. Бардачок невелик. Внутри он даже не обшит никаким бархатом, как это принято на моделях Volkswagen. Просто такое пластиковое корыце, по большому счету. И есть еще карманы в дверях. Эта бутылка литровая не влезет, но пол-литровая влезет. Плюс еще какие-то мелочи. Что еще отметим? Здесь есть интерьерная подсветка, или как она называется, атмосферная. То есть по периметру салона есть подсветочка. Но что нас больше всего удивило, это наличие кнопки старт-стоп, которой типа в обычных машинах заводится двигатель. Но почему нас удивило ее наличие? Потому что если нажать на педаль тормоза, то в принципе автомобиль заводится. Заводится по электромобильным меркам. И можно включать уже режим драйв или реверс и ехать. То есть непонятно, для чего она нужна.
Еще нам понравилась подсветка ручек в темноте, очень здорово выглядит. Но осталась непонятной фишечка с проецированием на землю какого-то непонятного значка, который даже и на фольксвагеновский-то не похож, а вообще какой-то реношный. В чем его суть, совершенно непонятно. Еще одна крутая фишка, которая есть у Volkswagen ID3, но нет у Tesla ни за какие деньги, ни за какие доплаты, это адаптивные светодиодные фары. Они, во-первых, поворачивают в сторону поворота, ну, то есть меняют луч, и, во-вторых, как бы вырезают из зоны освещения встречные и попутные автомобили. Причем все это происходит вот в реальном режиме, и когда едешь ночью, ну, классно все это выглядит, ну, и причем светят фары тоже очень здорово. Под капотом у Volkswagen ID3, к сожалению, нет никаких дополнительных ниш. Там все занято инверторами, обычным аккумулятором, еще какими-то блоками. Вот, поэтому багажник здесь только один, сзади. Он не очень большой по размерам, ну, скажем так, типичный для гольф-класса, то есть в районе 350-400 литров. Есть у него подполье, не очень глубокое, сантиметров 10, где-то, может быть, 15. И под этим подпольем есть еще одна ниша, где уже можно хранить всякие кабели зарядные и прочее. Ну, собственно, вот здесь они и хранятся. Вот я нашел в этом тайнике домкрат с баллонным ключом. У Tesla, кстати, домкрата нет. Другое дело, что запаски у Volkswagen ID3 нет, поэтому зачем нужен домкрат, непонятно. А еще мы отметили, что у Volkswagen ID3 просто какой-то невероятно маленький диаметр разворота, ну или радиус, если кому больше нравится. Такое ощущение, что вот он разворачивается просто на месте, вот вокруг заднего колеса. После нашего такого теста нельзя сказать про Volkswagen ID3, что must have, надо брать. Есть фишки, которые впечатляют в этом автомобиле, есть фишки, которые, ну, мягко скажем, приводят в недоумение. Но автомобиль у нас на длительном тесте, так что присылайте свои варианты, что нам еще проверить, посмотреть, как его протестировать, будем делать и рассказывать. Ну что, наше маленькое путешествие на Полесье завершилось отлично, с зарядками не было никаких проблем, с электромобилями тоже, ни один из них не пострадал. Да, все электромобили вернулись на базу, что не скажешь о нашей техничке Land Rover Defender. Не доехал. И сейчас расскажем, почему. Это было очень весело. Кому-то весело, кому-то и грустно. Когда мы сказали, что ни одна электричка не пострадала, мы немножечко покривили душой. Потому что Defender, он чуть-чуть электричка же, да? Да, он мягкий, так называемый мягкий гибрид. То есть он не может ехать чисто на электротяге. Электромотор только помогает при разгонах. Но тем не менее, это все-таки гибрид. У него есть маленькая-маленькая батареечка. Да, и маленький-маленький электромоторчик. Друзья, все мы дети рекламы. Наверное, эту ошибку совершил и я. Вот смотрю Инстаграм нашего официального дилера Land Rover. Картинка Land Rover пересекает Брод. И зачем идти на компромиссы, когда с вами новый Land Rover Defender? Внедорожное приключение днем или мероприятие с красной дорожкой вечером. Land Rover справится с любым из сценариев вашего дня. Но что-то пошло не так. Один известный блогер автомобильный, между прочим, очень правильно подметил, что если вылить вот водичку на коврик Land Rover Defender, то коврик такой формы, что водичка никуда не протечет. Но он еще не заметил, что там пластиковое вообще покрытие пола. Но
Мы испытали Defender не просто водичкой на коврик, а полноводной рекой. Но, к сожалению, Defender не выдержал испытания дурной головой и полноводной рекой. То есть одно дело проливать водичку, другое дело нырять в водичку. Вроде бы мотор не пострадал, но турбина, походу, нуждается в капитальном ремонте. Друзья, все-таки лучше не заезжайте в реки, не зная броду, как говорится. Лейте воду на коврик.